Всем привет! Вы на канале Даша Техник, а сегодня я нахожусь на выставке «За лентой», которая проходит в Москино. И здесь экспонаты из музея Вадима Задорожного, разнообразная техника СВО. Так что слушайте. Поехали! Самая неоднозначная выставка о событиях СВО. Она жуткая, странная и нелогичная. А в чем ее нелогичность? Если вы обратите внимание, что среди военной техники, представленной на выставке, нет современных образцов вооружения. Тут показаны раритеты, которые хоть и встречаются в рядах вооруженных сил Российской Федерации, но довольно редко. Такие старые советские образцы вооружения в бою в основном используют украинские формирования, и то не от хорошей жизни. Причем эти устаревшие машины несут на себе отличительные знаки российских группировок войск. Также они оборудованы противодронными сетками, что на оригинальных машинах и в помине не было. Но давайте обо всем по порядку. Центральное место на выставке занимают два мариупольских трамвая, и ранее их можно было увидеть в экспозиции музея Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске. Эти экспонаты – яркий пример того, как обычные предметы в результате войны превращаются в нечто жуткое. Причем оказывается, что эти трамваи стали в свое время предметом пропагандистской атаки. Украинская сторона утверждала, что эти вагоны были выставлены на площадке с трофеями, с военной техникой на Поклонной горе. Но это не так. Я делала два видео с той выставки, и трамваев там не было. Трамвай музей выкупил и перевез в мае 2023 года. Трамвай, кстати, долго не эксплуатировался по причине ДТП с грузовиком в марте 2021 года. И, кстати, по некоторым данным, это трамвай 1983 года производства. Трамвайное движение в Мариуполе, нарушенное в результате боевых действий, было восстановлено в мае 2023 года. Линия длиной более 10 километров была воссоздана петербургскими специалистами. Также на трамвайный маршрут вошли ретро-трамваи, подаренные Петербургом копии вагонов, которые используются в городе в качестве экскурсионных. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technik. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. Перед вами БМП. Ведущая роль в специальной военной операции возложена на мотострелковые подразделения, в распоряжении которых имеются бронетранспортеры и боевые машины пехоты различных моделей. Такая техника используется по прямому назначению для перевозки личного состава и некоторого имущества, а также для огневой поддержки и поражения разнообразных целей. В ходе спецоперации армия вновь получает возможность установить точный потенциал имеющихся БМП, использовать их преимущества и выявить недостатки для последующего устранения. На вооружении армии России и народной милиции Донбасса стоят БМП всех серийных типов отечественной разработки, базовых версий и прошедших модернизацию. Остаются в строю и применяются в боях старые БМП-1. При этом техника базовой модификации в больших количествах используется только республиками Донбасса. Российская армия не использует столь старую технику, хотя и встречается БМП-1 в варианте «Басурманин», но по вооружению это уже совсем другая машина. Также было сообщение, что БМП-1 наши военные модернизировали под современные боевые действия, то есть переоборудовали машину под стрельбу навесной траектории, как миномет. Если раньше боевая машина выполняла роль лишь бронированной капсулы для перевозки десанта и была способна вести огонь только прямой наводкой, то сегодня экипаж уже бьет навесом на дистанции до 4 километров. При этом сохранилась высокая надежность оружия и отличная маневренность классической БМП. И непонятно, что хотели показать создатели выставки обожженным остовом гражданской машины перед БМП. Типа БМП атакует легковушки или как понимать такую инсталляцию. При этом БМП оборудована противодронным козырьком, и такие часто встречаются у более свежих машин семейства БМП-2 или БМП-3. Так что экспонат, на мой взгляд, оказался очень неоднозначным. Также в кадр мне попали две боевые машины десанта первой итерации, которые очень давно не встречаются в войсках. В боях под Киевом участвовали как минимум БМД-2, которые отличаются от машин первой версии вооружением. БМД-1 активно применялась во время событий с 14 по 16 год как украинской армией, так и формированиями народных республик. Большая часть этих машин покинула зону конфликта не из-за происков врагов, а по причине выхода из строя матчасти. Одним из главных недостатков машины является вооружение.
Основное – это пушка морально устарела, а малые углы наклона и вовсе вбивают последний гвоздь в крышку ее гроба. Предполагалось, что с ее помощью в комплексе с малюткой БМД сможет противостоять танкам, однако уровень защиты последних с того момента сильно вырос, и в итоге, чтобы забороть толстокожего собрата, алюминиевой коробочке потребуется огромная удача, и впоследствии для выполнения этой задачи на машину был установлен более продвинутый ПТРК. Однако неизвестно ни одного случая встречи БМД-1 с танком, который бы закончился в пользу десантной машины. Также из вооружения присутствуют 3 пулемета ПКТ, призванные подавлять пехоту противника. Однако ведение маломальски прицельного огня из 2 курсовых весьма затруднительно. Плюс один из пулеметов находится у командира машины, что само по себе отвлекает его от выполнения основных обязанностей. Дивно выглядит на выставке БТР-60, особенно на фоне передачи этих машин Болгарии и Украине. До событий СВО такие раритеты могли встречаться и в рядах народной милиции тоже. Когда-то эти машины произвели революцию среди бронетранспортеров и навязали по всему миру моду на 8-колесные БТР на 4 осях. По сей день это основной концепт для подобной техники в большинстве стран. Все эти страйкеры, боксеры, росомахи и пандуры, их общим прародителем остается БТР-60. Шестидесятка стала основой советских мотострелковых подразделений в 1960 году внезапно, но позднее немного продвинулась в пользу нового класса боевых машин пехоты БМП. В 80-х годах ее стали постепенно вытеснять более совершенные БТР-70 и БТР-80. На таких машинах успели повоевать с китайцами на Даманском в начальной фазе войны в Афганистане, а уж небольших конфликтов по миру не перечесть. БТР-60 предшествовали трехосные БТР-152 на базе грузовика ЗИС-151, созданные с оглядкой на немецкие ханамаги и американский М3 Скаут времен Второй мировой войны. Но советские конструкторы додумались разнести мосты равномерно вдоль корпуса, а позднее добавить и четвертый. Тем самым машина смогла великолепно проскакивать через рвы и траншеи, а еще получила опцию плавания, ведь военные тогда пытались заставить плавать все, что можно. По общим отзывам, машина получилась слабо защищенной, не самой надежной, а главный недостаток – слабый газовский движок. Спаренный он выдавал совокупно 180 лошадей. Из-за этого машина получилась не особо тяговитой, медленной и нескоростной, долго ползла в горку и преодолевала не особо высокие препятствия. В 90-е и 2000-е БТР-60 бывшие операторы сплавляли их по всему миру, избавляясь от них. С началом событий на востоке Украины ВСУ не стали брезговать стариком и нашли способ его усовершенствовать. В первую очередь заменили двигатель на Каменс, доведя мощность до 240 лошадей, обновили радиостанцию и добавили автоматический гранатомет АГС. Сколько их смогли поставить войска, неизвестно. С началом событий 24 февраля на Украину попало множество БТР-60, многие из которых пошли в бой без особых изменений, если таковых не производил бывший хозяин. Армия России также использует БТР-60, но уже переделанные в командно-штабные машины для командиров батарей или подразделений связи. К началу 70-х годов прошлого века возникла необходимость дальнейшей модернизации состоявшего на вооружении армии бронетранспортера БТР-60. Первоначально предполагалось создать нечто вроде колесной БМП. На ту же базу, что и БТР-60, поставить башню, аналогичную БМП-1, с соответствующим вооружением, но оставить возможность транспортировки боевого отделения десантников. Прототип, получивший название БМП ГАЗ-50, в серию не пошел, однако на его основе был вскоре создан БТР-70, бронетранспортер нового поколения, отличающийся более мощным двигателем и, как следствие, высокой проходимостью. Основным предназначением БТР-70 является транспортировка мотострелковых подразделений к полю боя и поддержка этих подразделений, ведущих бой в пеших порядках, огнем из установленного пулеметного вооружения. Машина отличается выдающейся проходимостью, способна сходу преодолевать окопы, траншеи и водные преграды. Была отмечена во многих десятках боевых конфликтов конца 20 и начала 21 веков и до сих пор стоит на вооружении свыше 20 стран мира. Такие старые версии Урала в зоне СВО встречаются, но довольно редко. Основу грузового парка сейчас составляют Уралы 4320 с более экономичным дизельным двигателем, а после распада СССР множество военной техники перешло в руки гражданских лиц, и Урал-375 не стал исключением. Сейчас этот грузовик широко используется в частных хозяйствах и различных отраслях промышленности. Например, его применяют для перевозки древесины из труднодоступных мест.
А вот шишиги, они же ГАЗ-66, часто встречаются в зоне СВО на вооружении обоих стран конфликта. ГАЗ-66 – автомобиль повышенной проходимости. И в межсезонье, когда дороги разбиты и размыты, такие авто на фронте в полевых условиях просто незаменимы. Последний ГАЗ-66 был создан 1 июля 1999 года, и в общей сложности эти грузовики были изготовлены в количестве 966 тысяч экземпляров, а установка на них военных кузовов и оборудования продолжалась до середины 2000-х годов. За 3,5 десятилетия производства ГАЗ-66 превратился в настоящую автоклассику, и сюжет финала жизни грузовика на конвейере оказался заимствован из классической литературы. Военные как породили шишигу, так и убили ее. Точнее, это сделала война в Афганистане. Быстро выяснилось, что при подрыве на мине шансы выжить у сидящего в кабине бескапотного грузовика близки к нулю. За речкой, как говорили в 80-х, ГАЗ-66 сменили Уралы и Зилы, а уже после распада СССР прямой заменой шишиги стал капотный ГАЗ-3308 Садко грузоподъемностью 2,5 тонны. Такой обзор самой неоднозначной выставки об СВО у меня получился, где музейные экспонаты каким-то образом стали экспонатами, отображающими СВО. Обзор о других выставках, посвященных СВО, у меня также есть на канале. Среди них есть и обзор трофеев из музея в парке Патриот, выставка трофеев на Поклонной горе и две реконструкции боя танка Алеша. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о новых выставках. До новых встреч. Пока-пока.